О, опять лич. Жалко, что у дерева удалили его талантик. Минус 40%. Минус 40 секунд при зарядке Overgrow. Прикольно. Можно попробовать собрать то самое бешеное дерево. Через кучу периодического урона. Но Overgrow слабенько дамажит. Было бы чуть побольше, было бы нормально. Плюс 30 к урону Nature Grabs. Минус 5 секунд при зарядке. Плюс 2%. Плюс 2 к лечению в секунду. Бред какой-то. Что ж, погнали на тролле. Фиг с ним. Сразу голема, серьезно. Блин, ну хреновость то, что у меня закончилось устранение. Хорошие кнопочки падают. Ага, чел АФК. Сейчас бы АФК поставить, да. Самая легкая драка в мире. Я вот думаю, пойти в универсала, увеличив себе тем самым неплохо урон, либо пойти в мастера. Мне кажется, можно попробовать найти мастера. Ага, мастера нет сегодня. О, появился. Ладно. Пускай будет мастер. Мастер-фломастер. Плюс феррор за счет шарда неплохо смотрится. С мастером хорошо. Блин, там новая птичка пикирующая. Нормально. Если пикирует выбранного врага, наносит ему урон и накладывает на него оцепенение. Какой урон? Базовое здоровье 675. Базовое сопротивление магии ястреба 6. Сопротивление магии 60, урон 150. Ого. Жестко. Работает мастер. Ну смотри, у тебя есть герой, который увеличивает урон себе, да? С руки. Вот мастер это хорошо, соответственно, вот это и вот это. Потому что это добавляет урон от твоего хп, а это добавляет общий урон. И зеленый, и белый. На 60% увеличивает. Это раз. Во-вторых, отключается обратка полностью. То есть если ты покупаешь себе обратку или берешь контрмагию, которая тоже является обраткой, не работает. Любые способности, которые написаны категории урона заклинания, не работают. Если смешанная или атака, работает. Сплэш, соответственно, любой. Типа вот такой, да, бодисбумстик. Написано, что повышает дальность атаки и наносит 75% урона от атак противника в радиусе 200. То есть это является сплэшем, который не работает. Любой сплэш, который будет работать без перка, соответственно, он как бы дает тебе шанс нанести урон соседним целям. С мастером, соответственно, что правильно, не работает. Магический урон не работает, если, например, категория урона заклинания, способности написана, или предмет какой-нибудь, да? То, что логично, не работает. Брошка работает, потому что смешанная категория ульта Муэрте работает, потому что категория урона атака, хоть и магический. Все, в принципе, логично и просто. Спасибо, за меня не переживайте. Конечно, урон голем увеличивается. Потому что это не категория урона. Это просто увеличение исходящего урона 35%. Все. Ну и, соответственно, увеличение силы. Что очень хорошо смотрится, когда у тебя есть голем, который увеличивает тебе, во-первых, силу под устранение и увеличивает исходящий урон. Уже имба. Ты берешь тараску, которая с мастером дает тебе дичайший отхил. Плюс куча хп, жира дофига, потому что тараска увеличивает как раз хп под устранение, что дает тебе урон. С мастером это смотрится
очень хорошо. Можно идти не физа, можно идти в суммонера. Но по классике в основном те, кто играет на мастере, собираются именно воины устранения, плюс броня, возможно, да, там, может, если у кого-то там какие-то дебафы, то либо отречение, либо железная воля, либо дальность атаки, если ты ближний. Много не хочу ставить. Как я и говорил, много не хочу ставить. На имба у нас получается, да? Не, ну мне кажется, если бы у него была дальность атаки, и он сразу бы начал бить, было бы чуть побольше шансов. Потому что и големы наносят урон, и эти замедляют. Плюс ястребы еще пикируют. Скорость атаки, увеличение урона. Марксман, да, к сожалению, ну ничего. Зато ловкость дает, что дает мне урон, плюс пробитие. Это и скорость атаки, и броня. И небольшое увеличение урона. Если бы, например, я раньше бы так играл, да, то я бы не брал под Fervor Marksman, потому что это не работало. Сейчас работает. Бля, закончился. Блин, сплитшот как раз идеально под мастера. Бист через биста. Нормальная тема. С големами. Ладно, возьму сплитшот. Потом попробую найти. Мощно, мощно. Но вот как раз когда Марксман работал как надо, когда разлетали стычки, это неплохо работало с Master of Wells. Это была имба. Зато здесь написано, что доп урон при срабатывании и 50% бонуса союзникам дальнего боя неподалеку, способность не действует. Подожди. Вот написано. С каждой атакой есть вероятность выпустить стрелу, игнорирующую базовую броню врага. Пассивка шейкера и топорики. Возможно. Гаси замедление. Страшное замедление какое-то. Сейчас еще прикольно завезли то, что, например, ульта снайпера работает. Увеличиваешь урон с руки и купаешь, по-моему, агоним, да? Или там не нужен агоним, не знаю. О. Глассир. Урон магический. И чё? Дополнительная дальность атаки. Дополнительно стрел в волне 1. То есть получается, что у меня теперь есть дополнительная стрела еще. Или это не та стрела? Или будет дополнительная тычка вылетать за счет Марксона, или что? Так, стоп. Неужели это будет работать? Это серьезно будет работать с мастером? Герой создает ледяной холм, стоящий на холме, получает бонус дальности атаки, преимущество возвышенность атаки без промахов и беспрепятственный обзор. Прикольно, атаки без промахов, нормально. На холме увеличивается число стрел от способности мультишот. Тогда бессмысленно. Последняя стрела, сторона холма закрывает обзор, пройти сквозь нее может только владелец. Хороший урон. Да, Жужа была имба, согласен. Что было, то прошло. Че, Леон, ульту не используешь на крипов?
Ульта для слабаков. Нормально, офигеть. Неужели сплитшот работает с фервором? Что это было? Ваншотом убил. Ну ладно, да, у меня урон с руки дофига. Ясно. Леон уже не тот. У меня соло 666. Я подозреваю, что Леон просто не понимает его. Возможно. Жалко, что здесь как бы 15% урона режется. Не очень. $487 превращается в 334. Это я еще без голема. Ой. Ой. Не нажал. Блин, по-моему, это как-то слишком хорошо работает. Ай-яй-яй-яй-яй. Энрейдж в соло. Блин, на 100 режется урон. Почти. Да. Тут, как бы, да, когда ты не понимаешь, что против тебя играет и скорость атаки, и постоянное увеличение урона, тут надо хотя бы ГОСТ иметь. Хотя бы какой-то ГОСТ. Еще один, блин. Мне кажется, на Леона больше не ставим. А у этого птички летают здесь. Бистмастера птицеед. Уменьшает перезарядку на 10 секунд и увеличивает число призываемых ястребов на 1. Получается, что так он вызывается 1, а шардом их 2. Сабон Пауэр влияет на эту 150%. Подожди, получается, что тот урон, который от Dive Bomb тоже работает. Сколько там длительность оглушения? А там оцепенение, не оглушение, а оцепенение. Единица. Длительность оцепенения единица. Урон 150. Сопротивление магии 60. Почему так сделали? Базовое здоровье. То есть есть какое-то базовое здоровье. А, ну это скорее всего, наверное, работает с усилением, да, 150%. Неплохо. Я бы даже сказал, очень неплохо. Мама родная. Че со скоростью атаки? Блин, 0.35 уже. Это 2 стака всего лишь. Ну там максимально от стаков 16. Да, тролль все-таки имба. Подожди, а там нет таланта на фервора, да? А, подожди, плюс 5 к скорости атаки за фервора. Тогда понятно, почему я так быстро бью. Пять стаков 175. Нормально.
можно применить в оглушении. При моментном владельца сильное развеивание. Блин, это реально имба. Даже Battle Trance есть талант, который позволяет тебе применить его при оглушении. Это нечестно. Понятно. Ебаный рожу бы, да. Надо было сказать, что-то пошло не так. Нет, ебаный рожу хватает, я думаю. Что-то голем как-то не сильно увеличивает урон. Что баши, блин, как-то слишком хорошо работают. Надо искать Battle Trance. Без подсейва тяжело. Офигеть, 25-я волна, у меня уже 40 броней основной. У него 39. Подожди, у кого больше? 2.5, 2.4. У меня 2.5, 1.0. То есть прикольно, да? То есть прирост ловкости и силе одинаковый. Но, сука, у меня 1.0, у него 2.4. По-моему, это нечестно. Какие-то космические приросты. 4.9 плюс 3.3. Офигеть. Даже 8.2. 8.2 прирост. Точно? 4.9, 7.9, 8.2. И у меня, блин, интеллект 1.0. Грустненько как-то. Ну, косу. И убьешь. Изи. Battle Trance и не видать. С одной стороны, я могу стать ближником, но все-таки марксмен работать не будет. Так, бам, 50% к ловкости сразу. Все, 211, 301. Почти 100 урона. Что-то пошло не так. Че, блядь, ты, блядь, серьезно проиграть не умудрился? Блин, ну скорость атаки увеличивается просто в небеса. Фервор имба. Особенно на тролле. Что с крипами происходит? Зачем мне магический урон-то так? Блин, не успел продать. Тут больше скорости атаки. Тут еще и дает 20% к сопротивлению замедлением. Сила действия безмолвия, тут плюс 20 брони. А, нет, 30 урона сила действия безмолвия и 20 брони, если он оглушен. Отдул мне на себя. Блин, это бред какой-то, но кажется, он просто взял, заснул. Может, там энрейдж был. Да он спокойно мог его переиграть. Я не знаю, почему он так сыграл. Чего, блядь? Что там куришь-то, блядь?
А, нормально. Его бабка курила трубку. Сейчас будет ровным счетом вот так вот. Бах-бах-бах, и все, и тебя нет. Ooh, that's a good one. Диаболики, да, имба. Эту кнопочку можно переиграть, главное найти под сейф. Либо снижение урона, либо там какой-нибудь подсейв, который дает тебе жизнь, и типа Enrage дисперсия, когда ты можешь снизить по себе урон, ответить, либо обратка Performance плюс Iron Disc. Да я бы не сказал, что фиксить, просто что защиты мало, согласен. Ладно, возьму исходящий урон. Броня, как бы в любом случае, у меня есть. Вот так, мало того, что с мультикастом, например, да, с хорошим подсейвом, с увеличением урона, там, типа Винера, Slow Burn, либо Overdrive, или Unstable Arcana взял, настакал. Происходит полная жесть, согласен. Наверное, возьму все-таки МКБшку приходить. Ну смотри, сатаник скидывает дебафы, плюс дает мне вампиризм, когда его активирую. А это дает и сопротивление эффектам, и куча урона, скорость атаки. Вампиризм опять же увеличенный. А с мастером отдает больше сопротивления эффектам. Да блин. Мне кажется, если бы он правильно сыграл, он бы переиграл. У того нет чем пробить госты. У тебя есть один гост, возьми еще один и можешь спокойно переиграть. Главное переждать Enrage и тогда уже дать косу. А он почему-то косу дал в Enrage. Ой, ладно. Не будем о грустном. Да. Как же он живет? Не, то, что мы ставки делаем неправильно, это логично. Просто у него предметы странные. Мне кажется, если бы собрать другие предметы, он бы... Мне кажется, он бы переиграл. Думаешь? Не, у него просто есть, опять же, неплохой подсейв плюс контроль, да? А палец шотает. Дай боже. Палец делает больно. Подожди, максимум 16, да? А скорость атаки за эффект 35. Умножаем. Сколько же в итоге будет максимум?
Че он сбивается, не понял. Почему-то стаки вообще в ноль сбиваются. Интересно, с чем это связано. Блять, хоть бы совесть имел, нахуй, 2 егиса, ебаный в рот, блять. Не обижайся. Не на корову играем. Да чтоб тебя, ля. Как же так? Кажется, просто взять айн-диск и можно попробовать переиграть. Просто взять айн-диск. Да не знаю, что он собирает. Чтобы ты понимал, тут самый высокий рейтинг это 2300. И то Леон, да? А, нет, не Леон. Леон вообще 1600. Чел, который играет через Тинкерер. Но уже неплохо звучит Тинкерер плюс Клоака. То есть в этом есть определенный смысл. В любом случае. И то Чен вылетел, потому что у него сборка дерьма называется. Untouchable взял, но сейчас на крипах, когда ты играешь через Untouchable, далеко не пройдешь. У крипов уже с определенным эффектом 47%. Бесконечно встанет, держать не сможешь. К сожалению, никак. Можно, кстати, купить Daedalus на крипочку и убрать Blade Dance. 110 шанс крита, 35%, уже неплохо. Не-не, кнопки не усиливаются, усиливаются только предметы. Кстати, мало, 66%. Если активировать, даст барьер. Ну, Леона легко переиграть. Главное ГОСТ пробить, и все. А вот переиграть его ульту спокойно можно. Айн-диск, Лотус есть, БКБшка включаешь, все. Изи. Блять, это вообще гон. One Punch Man. Нет, способности не усиливаются с мастером. Тут же написано. Неактивные, пассивные их аспекты. Написано, что на 100% и увеличивает характеристики не нейтральных предметов и книг атрибутов. Не нейтральных предметов. Именно предметов. Нейтралки не усиливаются, а только предметы. И книжечки. Все книжки, вот эти вот на ловкость, на силу, на интеллект. Только предметы. Вот эти, все. Ну и там написано томы, да? Нет, написано книг атрибутов. Раньше были томы. Теперь написано книг атрибутов. То есть вот эти вот все книги атрибутов усиливаются на 50%. Я же говорю, что способности работают так, что если, например, категория урона атака,
Вот как здесь, да, категория урона атака. То с мастером работает. Если категория урона заклинания, то урон, который будет в него встроен, он не будет работать. Ульта этой, как ее? Ульта Муэрте работает, потому что категория урона атака, хоть и магический урон. Да хватит меня башить, блин, ты задолбал. Нашел, блин, Shadow Dance. Главное, у него лаки-шоты, которые замедляют меня. Плюс Ascent Shift, который настакивает. Да какие пассивки? Нет, ты что? Там же черным по белому написано. Что здесь написано? Уменьшает любой урон способностей. Включая даже прорубающий урон. Урон по площади, возврат урона и так далее на 100%. Также прям белым по черному и написано. И увеличивает характеристики не активные, а именно пассивные аспекты. Не нейтральных предметов, а обычных предметов. И книг атрибутов. Все на изи. Серьезно, ты проиграл? Да каким образом он проиграл? Главное, у него есть Хекс, у него есть Shadow Dance, и он проиграл? Да. Мне кажется, надо искать их хотя бы один подсейв. Фурики-то фуриками, но подсейва нет. Ну, как бы Battle Trance под сейф, но можно и получше найти. Ясно. Бесполезная ульта. А, ну его шотнул, понятно. Сейва опять сегодня не будет, да? Почему иногда бывает так, что весь стрим ты пытаешься найти подсейв, буквально, да, которого нет. Зато потом, когда он тебе уже, сука, не нужен, выпадает, как обычно. Непонятная херня. Рефракшн можно взять. Но Refraction это не тот самый нужный подсейв. Как бы дает тебе шанс выжить, но есть и получше кнопочки. У меня уже урона мало. Все 60 максималка. Сейчас ты проиграл. А. Странный типок. Остались два мага, я понял. Есть нормальный подсейв, не? Пускай будет рейдж. А, вот так вот на изи вообще. Что ж, ладно.
По-моему, это легкая. Да блин, почему меня кидают? Ого, уже неплохо так режется урон. С 1925 до 1621. Он опять на той же самой ошибке. По ощущениям, как будто брошка работает слишком хорошо. 2500, 200, офигеть. 15% урона, неужели так много? Жесть. Херакнул, блин, нормально. Ну, кстати, ближники меня не могут тронуть. Это прикольно. Кажется, у него небольшие проблемы уже. Да, когда-то был. Когда это было? Я уже забыл, как играть через реарм. Да, рефреш где-то в жопе. Refresher Orb. Мы забыли, что это такое. Это как в том меме, да? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Подожди, у меня с огнем уже вроде как ничего не усиливается, да? Ну да, вроде как ничего. Че он там старался еще, я не знаю. Даже не нужно говорить спасибо за игру. Это было легко.
Фига себе пробивают, алло. Да блин. Ну что за лаги? Подожди, баши вообще работают? Блин, у меня 219 брони, а крипы пробивают, как будто у меня ее нет. Не, баши вроде как работают, но слабо. Tears of the Veil работает. Но не бесконечно. Но урона многовато, конечно, неплохо. Что-то он не пробивается. Жирный. Больно бьют. Да, жестко. Не, 95-е, нормально. Да, в последнее время кастомка вот так вот залагивает, это вообще бред. Бывает даже на дольше. Это прям лютый бред.